feel you under my body. Give me shelter or show me heart. Watch me fall apart, watch me fall apart. I'll be yours to keep. Друзья, всем большой привет! Я нахожусь в конце своего участка, это самое мое любимое место, здесь очень живописно, посмотрите, какие виды здесь. И я выбрала это место специально для того, чтобы вы вместе со мной понаслаждались этим видом, пока я записываю для вас видео о том, как я все-таки справляюсь одна со своим деревенским бытом, как я выбирала дом, тоже расскажу. Вот под этими чудесными вековыми голубыми елями, не знаю, отсюда видно или нет, но это вообще классно. Она так вкусно пахнет. Нюхали когда-нибудь голубые ели в парках? Вот выращивают, у меня растут эти ели на участке. Это классно. Совсем недавно в своем телеграм-канале я сделала для вас опрос, где спросила вас, чем вам понравился мой блог, что вас сюда привлекло и что вас здесь держит в конце-то концов, да. И я, знаете, была очень приятно удивлена, потому что большинство подписчиков, больше 50%, оказывается, смотрят мой блог, потому что получают от него какие-то положительные эмоции, получают какое-то умиротворение, спокойствие, просматривая мои видео. Многим нравится то, как я вообще воспринимаю этот мир, как я отношусь ко всему, то есть через призму моего мировоззрения. Очень много людей вдохновляются. В общем, я приятно удивлена. Спасибо вам большое, что выбрали меня смотреть. О чем я сегодня хочу рассказать. Я сегодня хочу рассказать о том, как я здесь справляюсь одна со своим вот этим деревенским бытом, потому что те, у кого есть частный дом, те, у кого есть участок, прекрасно понимают, что здесь дел просто немерено. Но что я вам хочу сказать? Хочу сказать, что я не справляюсь. Да, друзья, я не справляюсь, а я просто живу. Я живу эту жизнь. И, как бы вам сказать, даже не оцениваю ту ситуацию, то положение, в котором я нахожусь, с точки зрения, справляюсь я или не справляюсь. Сейчас поясню, о чем я говорю. В общем, когда я сюда приехала, мне хотелось разорваться на сотни маленьких частей и сделать все одновременно, все 1000 дел одновременно, которые вот здесь вот на меня просто рухнули. И вы знаете, со временем я пришла к пониманию того, что есть разные категории дел. О чем я говорю? Ну вот смотрите, есть дела текущие, которые ежедневные. То есть изо дня в день их нужно делать. Подметать пол, вытирать пыль, мыть полы и так далее. Есть дела еще приоритетные, которые нужно сделать в ущерб какому-то другому делу, менее важному, скажем так. И есть еще третья категория дел. Это категория дел, которые откладываются в долгий ящик, скажем так, которые можно отложить в долгий ящик, забыть их на время, а потом достать и все-таки сделать. И вот, исходя вот из этой концепции 3 категорий дел, да, мне стало намного легче. Почему? Потому что я делаю в первую очередь приоритетные какие-то дела, которые нужны и необходимы мне по-любому. Например, вместо того, чтобы идти и пропалывать огород, я садилась и работала. 5 дней по 8 часов я работаю за ноутбуком на своей удаленной работе. Зачем? Затем, чтобы заработать денежку и чтобы заплатить эту денежку для того, чтобы мне в дом завели газ. Вот что важнее из этих 2 дел? Прополоть грядки, чтобы меня там не хейтили хейтеры, да, ах, ох, у нее там огород не прополот, да? Или же все-таки сесть за ноутбук и заработать денежку, и потом эту денежку заплатить, чтобы мне провели газ в дом. Конечно же, газ в доме приоритетнее прополотых грядок и удовлетворения своих хейтеров. Вот. Поэтому я спокойно совершенно отношусь к сорнякам в своем огороде. В свое время, свой час, я их, конечно же, пропалываю, но настолько, насколько у меня хватает свободного времени для этого. И вы знаете, я вам хочу по секрету сказать, что с прополкой, что без прополки, урожай все равно растет. В этом году я сделала высокие компостные грядки, посадила туда огурцы и помидоры. И теперь урожай такой, что я просто не знаю, куда его девать. Прополкой я занималась только в первой половине роста огурцов и помидоров. А сейчас я практически ничего не пропалываю, все заросло, но тем не менее дает большой урожай.
Времени на то, чтобы консервировать это все у меня не хватает. Я просто это все замораживаю банально. А потом буду готовить зимой, когда будет время, что ж поделать. Ну а пока наслаждаюсь свежими огурцами и помидорами, они у меня просто вкуснейшие. Вторая категория дел – это дела текущие. Текущие дела – это тот быт, который вот, ну, ты не можешь не сделать какие-то вот дела. Например, ты не можешь не помыть посуду, потому что она в конце концов скопится, да, и тебе просто банально не из чего будет есть, да, посуда будет грязная. Поэтому дела текущие, рутинные, такие как посуда, я, конечно же, делаю, я каждый день выделяю таким делам время. Кстати, одно из рутинных дел – это стирка. Стираю я примерно раз в неделю. И вот, смотрите, у меня тут испачкалась кофта моя любимая, я очень расстроилась, в зале она испачкалась. Обычным порошком я никак не могла ее отстирать. Также я испачкала малиновым вареньем свою любимую футболку. Тоже пятно оказалось очень проблематичным. Но я нашла идеальный гель для стирки Easy Clean. Он обладает особой формулой удаления пятен, а также очень хорошо смягчает жесткую воду. Дело в том, что у нас в деревне очень жесткая вода, и этот гель идеально подходит для такой стирки. К тому же это увеличивает срок эксплуатации моей стиральной машины. И посмотрите, как хорошо он отстирал пятно на моей любимой кофте. И на моей футболке следа от малинового варенья как будто бы и не бывало. К тому же этот гель очень приятно пахнет. В общем, кому тоже понравился этот гель, я оставлю ссылку под этим видео и в закрепленном комментарии. Третья категория дел – дела, которые я откладываю в долгий ящик. Что это за дела? Ну вот хочу вам просто на примере рассказать, да. Значит, когда я заехала в этот дом, рядом с домом стояла опора ЛЭП, которая подводит электричество к моему дому. Эта опора стоит там уже давным-давно. Она деревянная полностью, просто деревянный столб воткнут в землю. Этот столб уже покосился, и там уже даже птицы сделали дупла в этом столбе. И осенью прошлой был у нас ураган, такой сильный достаточно, были сильные порывы ветра, и этот столб вот так вот качался, что я просто молилась Богу, лишь бы только он не упал на мой дом, на мой участок. И, значит, я очень долго переживала по поводу этого столба, что же с ним делать. Значит, я обратилась к нашей местной компании, которая занимается вот как раз электричеством, энергетикой, написала заявление о том, чтобы вот, ну, надо бы сменить вот это дело все. Я также написала заявление на смену счетчика, потому что мой счетчик в моем доме был уже достаточно старенький, и видно было, что он дышит на ладан уже и вот-вот закончит свой земной путь. Мне хотелось поскорее вот справиться вот с этим делом, с этим столбом, чтобы заменили его, чтобы мне было не страшно жить просто банально рядом с таким столбом, да, и чтобы заменили счетчик. Но, к сожалению, что вы думаете, наша компания энергетики почему-то проигнорировали мой запрос. Хотя я писала все официально с сайта, заявление сделала в своем личном кабинете, но вот почему-то как-то не отреагировали даже на мои звонки, по нескольку раз я звонила. И знаете, вот к этому делу я отнеслась как к долгосрочному, скажем так. Я просто его отложила в долгий ящик. Я просто это дело пустила на волю судьбы, скажем так. Как-то оно все само там трясется, потому что, ну, банально от меня ничего не зависело. Сама я не могла заменить этот столб, правильно? Правильно. Я не могла пойти, спилить его пилой, да, и поставить туда какую-нибудь бетонную опору. Этим занимаются наши местные энергетики. И это дело я отложила в долгий ящик. И что вы думаете, как потом развернулась ситуация? Какое-то время на мои заявления никто не реагировал. Говорили просто мне, что ваша заявка принята на рассмотрение. Ваша заявка принята на рассмотрение. Итак, наступила зима, столб стоит, никто его не меняет, я переживаю. И тут зимой я сталкиваюсь с тем, что оказывается, когда очень много по моей линии включают электричество люди, вот я живу на улице в самом конце. Если до меня стоят дома, в которых включили очень много электротехники, обогреватели, бойлеры, стиральные машины и так далее, то до меня электричество очень плохо доходит, да, и начинает оно моргать там или еще что-то. И даже пару раз было такое, что у меня машинка отказывалась стирать из-за того, что не хватало электричества, да, ей. И, в общем, я обратилась
с этой проблемой к своему электрику. И он мне пояснил: Наталья, у вас всего лишь 5 киловатт заведено в дом. Если вы проведете себе 15 киловатт, у вас таких проблем не будет. Не будет моргать свет, не будет стоять машинка. То есть, ну, вы свободно можете пользоваться всеми электроприборами, у вас не будет таких сильных перепадов напряжения. Вот. И он мне пояснил, что нужно просто написать заявление на то, чтобы мне провели 15 киловатт. И что вы думаете? Я пишу это заявление в феврале месяце, отсылаю. Мне в ответ присылают договор о том, чтобы провести вот эту линию 15 киловатт, 3 фазы до моего дома. То есть, в общем, я заключаю этот договор, и благодаря этому договору получается так, что вот мне меняют вот этот, как его сказать, опорный столб, опорный лэп деревянный, который на бетонный, на современный. Плюс у меня появляется благодаря этому абсолютно новый счетчик электрический, счетчик электричества. И вот видите, все как-то так сложилось, что в итоге мне опору все-таки поменяли. Вот сейчас мне ведут 3 фазы 15 киловатт, да, и плюс у меня будет новый современный счетчик. В общем, это пример долгосрочного дела, когда я понимаю, что я с этим делом не справляюсь сейчас. Как-то, наверное, во Вселенной, в этом мире должно по-своему все быть устроено, как-то все сложится само. И это дело откладывается в долгий ящик. В итоге оно потом как-то со временем само разруливается. Просто я отпускаю это. Вот. Я не переживаю об этом. Я не треплю себе нервы. Я не хожу тут, не плачусь никому. Просто я отпускаю на самотек. И ом-намо, все само. В общем, вот это мой лайфхак, которым я пользуюсь относительно того, как я справляюсь здесь со своим деревенским бытом одна. Кстати, как пример долгосрочного дела я тоже могу привести постройку своего крыльца. Я тоже ждала, когда его построят, потому что были определенные обстоятельства, которые мне не позволяли это сделать. Сначала я очень сильно ждала, когда мне прокопают газовую трубу, до дома проведут, да. То есть я поэтому не занималась крыльцом, потому что я понимала, что здесь будут какие-то масштабные такие работы по проведению газа. Мне проведут эту газовую трубу, придется ломать это крыльцо. Короче, будет очень сложно, будет как-то по-другому. Ну, в общем, я просто освободила пространство и доверилась Вселенной, миру, Богу. И как-то вот так вот все сложилось. И крыльцо, и газ, и опоры ЛЭП. В общем, друзья, вот мой лайфхак, которым я пользуюсь, когда занимаюсь вот этим деревенским бытом своим, да, находясь здесь одна. Потом еще такой момент. Очень многие удивляются, как девушка одна может вообще справиться с такой тяжелой работой, которая здесь есть у меня на участке в доме. Я вам расскажу маленький секрет, хотя какой это секрет, я уже многим об этом, по-моему, во многих своих видео я уже, по-моему, рассказывала. Ну ладно, расскажу еще раз. В общем, когда я сюда приехала, первую же ночь, когда я вот ночевала, вы не представляете, что я ночью делала. Я открыла Авито, и там я смотрела всех мастеров в окрестностях, которые занимаются электричеством, печами, сантехникой, вывозом мусора крупногабаритного. То есть я просто искала этих мастеров в окрестностях и всем писала в личные сообщения. Вы не поверите, вот в 3 часа ночи я написала печнику о том, что мне нужно прочистить дымоходы в своих печах, чтобы он приехал и почистил. И вы представляете, в 3 часа ночи человек мне ответил. Вот у меня настолько сильный был порыв сделать наконец-то что-то в этом доме. Я была настолько рада и счастлива, мне хотелось поскорее здесь обустроиться. Вот. И представляете, ночью я написала этому печнику, и утром он приехал чистить дымоходные трубы у моих печей. Также я нашла людей, которые мне установили антенну для того, чтобы ловить сигнал от ближайшей вышки, чтобы у меня был нормальный стабильный интернет. А вот вам лайфхак, друзья, как одной девушке справляться с деревенским бытом. Открываете Авито, смотрите ближайших мастеров или знакомитесь с местными, которые за определенную денежку вам сделают ту или иную работу. Все очень просто. Нужно просто заработать вот на это, на все денежку. Я здесь, по-моему, никакого секрета сейчас не открыла, но почему-то мне очень многие люди спрашивают: Наташа, как же ты одна справляешься? Ну да, есть очень тяжелые какие-то работы, которые я делаю по мере своих сил и возможностей, да. И также есть дела, которые я просто делегирую другим людям, которые специалисты своего дела, электрики, сантехники и так далее.
Кстати, я осенью запишу видео, где расскажу, сколько уже я сделала в своем доме, и что я сделала в доме, что я сделала на участке. Резюме, итог того, что у меня получилось за год. Вот. Ну, то есть вы, наверное, теперь понимаете, как девушке одной справиться с деревенским бытом. Хотя я поначалу просто очень сильно упахивалась. Ну, видимо, у меня был настолько сильный энтузиазм и радость, и вот на этом подъеме энергии я просто тут косила траву настолько, что у меня потом локоть не разгибался. То есть каждый день я там выкашивала огромную траву, которая была с мой рост практически. Ну, пока была энергия и сила, а потом они просто закончились. И в какой-то момент вот мой неразгибающийся локоть мне сказал: Наташа, может быть, остановиться? Вот, и я остановилась и просто задумалась о дзене, да, как все-таки найти гармонию и баланс вот между вот теми работами, которые нужны здесь, да, и между своим состоянием, между своим здоровьем, да, потому что если упахаться, испортить свое здоровье, то потом зачем все это нужно, да, правильно? Правильно. Поэтому забота о себе — это в первую очередь о себе, о своем здоровье, о своем не только физическом здоровье, но и психологическом, потому что это важно, друзья. На этом зиждется весь мой лайфхак о том, как справиться с деревенским бытом девушки одной. Но я к чему это говорю? Трудности есть всегда, а жить эту жизнь надо уже сейчас. Понимаете? И важно уделить внимание не только каким-то бытовым делам, но и себе, своему состоянию, своему физическому здоровью. Почему очень многие люди получают от моего блога положительные какие-то эмоции, состояние умиротворения, счастья, гармонии? Потому что я все свои видео записываю из состояния радости и счастья. Я записываю все свои видео отдохнувшей, я записываю все свои видео тогда, когда чему-то радуюсь, чем-то наслаждаюсь, чем-то любуюсь. И вот эта энергия счастья, радости, умиротворения, спокойствия и гармонии с собой и с миром, она передается вам, друзья. И поэтому больше 50% подписчиков вот именно привлекло это в моем блоге, да. Кстати, еще одно интересное совпадение, о которых я рассказываю на протяжении всех своих видео, если вы помните, да. Когда я была маленькой, я до 5 лет жила у бабушки в Краснодарском крае, в станице. Так вот, в этой станице был парк. И в этом парке было очень много голубых елей. И я выбрала дом и участок, на котором, оказывается, растут голубые ели. Вы посмотрите. Вот они. Кстати, я специально не искала участок, на котором растут ели. Мне просто нужно было, чтобы очень много деревьев окружали, скажем так, мой участок, больших вековых таких. Я такой участок нашла, и оказывается, удивительное совпадение. Здесь растут голубые ели, которые росли в парке в моем детстве, да. Вот это очень меня удивляет. Это еще одно совпадение очень интересное. Так вот, резюмируя, друзья, всю эту тему, да, как я справляюсь одна, я просто живу эту жизнь, и то, что я не могу сделать сейчас, я откладываю на потом. То, что нужно в приоритете срочно сейчас сделать, я делаю сейчас срочно. И не переживаю о том, что я с чем-то не справляюсь. То есть априори в моей голове нету такого представления о том, что я здесь с чем-то не справляюсь. Понимаете, на все нужно время, силы, энергия, и это просто течет как река. Просто по мере течения каких-то событий, каких-то дел, каких-то жизненных обстоятельств, дела все-таки решаются. И вы видите, вот с течением времени, вот я здесь год уже, наверное, живу, да, все-таки как-то что-то у меня, какие-то дела глобальные такие, серьезные, они все-таки делаются, да. Вот когда я только заехала в этот дом и начала вести свой блог, на меня обрушилась волна хейта о том, что я якобы ничего не делаю ни по дому, ни по участку. Но, друзья мои, я в этот момент только заехала, я только успела перевести вещи. У меня даже не было времени, чтобы оглянуться, тут что-то начать делать по дому, по участку. Я только занималась тем, что привозила вещи, как-то адаптировалась, здесь осваивалась, смотрела, что как. Я была только в начале пути, а меня хейтили за то, что я ничего не делаю, понимаете? У меня был, на минуточку, тогда вот меня это немножко выбило из своего состояния равновесия, но я вернулась все же в него и продолжила череду своих дел. Так вот, за этот год, пока я здесь живу, я здесь сделала немало. Я уже починила забор, я провела газ в дом, я построила новое крыльцо.
Вот это 3 глобальных таких дела, которые я сделала, помимо тех мелких, которые я вот еще делала. И итог всего сделанного я подведу этой осенью. Я специально отдельное видео запишу для этого. Да, сложности какие-то есть, но тем не менее они как-то решаются, я их как-то решаю, понимаете? С течением времени, с течением каких-то жизненных определенных ситуаций, обстоятельств все-таки эти дела решаются. И оно стоит того, друзья, если честно. Свежий воздух, которым я здесь дышу, стоит тех трудностей, которые я здесь проживаю. Живой огонь, которым я любуюсь в своей печи, тоже стоит тех трудностей, которые я здесь проживаю. Жизнь на природе, постоянный контакт с природой, мои кошки, которые наслаждаются сейчас вот этой природой и свободой, это стоит тех трудностей, которые я здесь проживаю. Возможность наслаждаться своими выращенными овощами, фруктами, ягодами, это стоит тех трудностей, которые я здесь проживаю и которые я со временем все же решаю. Так, переходим ко второй части этого видео, где я вам хочу рассказать, как я выбирала этот дом. В прямых эфирах я об этом рассказывала. Но здесь я вам хочу рассказать, скажем так, то, что я не рассказывала вообще, скрывала до поры до времени, как я выбирала этот дом, чтобы вы понимали, что это никакое не везение, чтобы вы понимали, что это результат моей очень огромной такой внутренней работы над собой. Значит, у меня было очень много страхов по поводу того, что у меня ничего не получится, да, что я не смогу сама купить дом, не смогу сама купить участок, как я вообще справлюсь одна. Вот такие вот были страхи, и я, конечно же, их преодолевала. Спойлер небольшой, как я преодолевала вот эти вот внутренние свои психологические загоны. Вот здесь у меня на футболке это написано: More self-love. Больше любви к себе. В чем суть? Сейчас поясню. Я в какой-то момент просто из состояния вот этой испуганности какой-то, из состояния нужно бежать и скорее что-то выбирать и покупать. Я очень долго выбирала из этого состояния дома, и в какой-то момент я поняла, что у меня ничего не получается. Я просто выгорела и поняла, что вот из состояния суеты, вот этой какой-то спешки, из этого страха, из этой суеты у меня ничего не получалось найти. Именно того, что нужно мне. Но когда я просто остановила вот эту суету и спешку, знаете, успокоилась, скажем так, да, и доверилась этой вселенной, Богу, миру, как хотите называйте, вот когда я просто успокоилась и вернула себя в состояние гармонии и равновесия, вот только из такого состояния я смогла выбрать именно то, что мне нужно, и именно то, что меня сейчас радует и радует вас в том числе, благодаря моему блогу, да. Я уже в предыдущем видео вам рассказывала, что по образованию я психолог, да. И, конечно же, я пользовалась всеми теми инструментами, которые вот за все время своей профессии, скажем так, наработала. Я пользовалась этими инструментами для поиска дома. Значит, я работала со своим подсознанием, со своей психикой, для того, чтобы выбрать этот дом. Понимаете, это вот не свалилось на меня вот так вот из ниоткуда, и раз мне вдруг тут повезло. Нет, была огромная внутренняя работа со своим подсознанием, со своей психикой, со своим телом в том числе, чтобы у меня все сложилось благополучно, чтобы все-таки я пришла к тому, к чему пришла вот сейчас в итоге, да. Что я для этого делала? Как я вообще привела себя в состояние равновесия и понимания, что вообще мне нужно, какой мне дом нужен, в каком месте я себя буду чувствовать прекрасно, радостно и счастливо, да. Какое место мне вообще даст гармонию, покой, умиротворение, удовлетворение, какая покупка будет наиболее выгодной. Вот эти все вопросы я решила благодаря 2 инструментам, которыми я работала с собой. Значит, первый психологический инструмент, прием, это работа со своим телом. Я уже вам рассказывала, что по образованию я преподаватель йоги. И, значит, когда у нас есть какие-то, например, страхи, чувство вины, какая-то суета, все это, конечно же, отражается на нашем теле. Наше психологическое состояние, оно отражается на нашем теле. Пример вам приведу. Например, человек испытывает чувство вины. Вот у него есть чувство вины, он отягощен этим чувством вины, и он очень сильно начинает сутулиться. У него сжимается грудная клетка. Вот из этого психологического состояния, чувства вины, у человека образуется мышечный корсет, вот такой вот зажатой груди, да.
И вот благодаря йоге вот это чувство вины можно проработать через тело. Как? Делая определенные физические упражнения для позвоночника на раскрытие грудной клетки, мы можем проработать вот это чувство вины, вот это гнетущее состояние, которое нам мешает идти по жизни, делать какие-то правильные выборы, делать какие-то правильные решения и так далее. То есть, понимаете, работая со своим телом, мы через тело влияем на свою психику, на свое состояние, да, вот это чувство вины, это состояние, оно постепенно уходит. Человек чувствует себя более свободным, более раскрепощенным. Человек делает правильные выборы, делает правильные решения, никогда не ошибается, никто его не обманывает. Понимаете, в чем суть? Вот, это я рассказала про физическое тело. Второй инструмент, которым я пользовалась при покупке дома, при поиске, при выборе дома, да, это работа со своим подсознанием. О чем я говорю? В психологии очень много есть инструментов для работы со своей психикой, со своим подсознанием. И в том числе есть такой инструмент, как психоанализ. В некоторых своих видео я упоминаю карты Таро и где-то вам говорю об этом. Но, к сожалению, у людей есть такой стереотип, что Таро – это про гадание, про предсказания, про каких-то шарлатанов и так далее. Нет, друзья, как психолог, Таро я использую как проективный инструмент для работы со своей психикой, со своим подсознанием. О чем я говорю? Вот смотрите, у нас в течение жизни, с самого детства, вот начиная и на продолжении всей жизни, у нас внутри образуются какие-то определенные убеждения относительно каких-то жизненных ситуаций, относительно вообще всей жизни, да, есть какие-то убеждения, страхи, паттерны поведения, все это копится в течение жизни, вот, и складывается у человека из этого всего определенное мировоззрение, определенные взгляды на эту жизнь, да, и вот исходя из своего мировоззрения, человек живет эту жизнь, да, делает какие-то выборы, решает какие-то задачи и так далее по жизни, да. И вот, предположим, у человека есть убеждение о том, что девушке одной невозможно жить в деревне. Вот он уверен на 100%, что девушка одна не справится. И вы знаете, у меня долгое время тоже было такое убеждение в том, что я одна не смогу купить дом, не смогу выбрать дом и участок, что я одна вообще не смогу жить на природе, в сельской местности, что мне для этого нужен мужчина, муж. И я, знаете, чем занималась на протяжении всей своей жизни? Я искала себе мужа. В моей голове было представление, что я найду мужа, и мы вместе с мужем купим дом и участок, уедем туда жить, и будем радоваться, наслаждаться, будем просто счастливы. Но, к сожалению, мои мечты разбились о реалии этой жизни. Мужчины, с которыми я встречалась, с которыми я общалась, так или иначе, мне выдавали в итоге то, что жить на своей земле, в своем частном доме, это невозможно, это очень тяжело, это очень трудно. И я все больше и больше вот эту свою мечту, вот эту свою потребность своей души, можно сказать, да, я все больше и больше затаптывала в себе. И я жила, знаете, с чувством огромного такого напряжения, что ли, напряжения и тоски по дому. И я понимала, что если вот я, например, буду жить с этим мужчиной, который убежден и уверен, тотально просто убежден в том, что на своей земле, в частном доме, это жить тяжело, это невозможно. Я понимала, что живя с этим мужчиной, я просто, никогда не буду счастлива, потому что моя душа рвалась вот именно обрести участок своей земли и свой дом, понимаете? А у человека просто были мысли в другом направлении. В какой-то момент я поняла, что мою мечту никто, кроме меня, не исполнит. Понимаете? В какой-то момент я просто поняла, что нужно опираться на саму себя, на свои чувства, на свои состояния, на свою какую-то веру в себя и идти за своей мечтой. Но, конечно, это было очень страшно. Вот представьте, у меня всю жизнь было такое убеждение, что чтобы жить в своем доме, на своем участке, нужно обязательно выйти замуж за мужчину и жить с мужчиной, да? У меня было стереотипное убеждение, что можно только через мужчину все это получить, понимаете? А оказалось все совсем наоборот. Оказалось, что я и сама могу себе дать все вот это. И чтобы преодолеть вот это вот убеждение подсознательное, да, чтобы выявить вот эту программу, что я сама не справлюсь, что я не смогу, что без мужика жить вообще жизнь тяжела и трудна. Хотя, по секрету, если вам сказать, с мужчиной в паре все гораздо сложнее, нежели одной.
Вот так вот. Хотя, не знаю, может, кому-то везет с мужчинами, но мне, наверное, не повезло в этом плане. И, знаете, вот этот этап моей жизни, где я справилась сама, где я сама купила дом, сама купила участок, сама их выбрала, и выбрала правильно, и выбрала именно то, что мне нужно, и не ошиблась, и никто меня не обманул, пока я выбирала, да. Все это результат огромной работы, внутренней работы над своими убеждениями, со своим подсознанием, со своими страхами. Вот я справилась именно с помощью вот карты Таро и йоги. Значит, карты Таро я как психолог, еще раз повторюсь, использую не как гадательный инструмент, что там я вот себе нагадаю, а как проективный инструмент для работы со своей психикой я использую карты Таро. Для работы со своей психикой, со своим подсознанием. Просто вкратце вам расскажу, как я искала дом с помощью Таро. В общем, что я делала? Я брала объявление на Авито, то есть я по определенным параметрам выбирала дом, да, там, чтобы была русская печь, чтобы был большой участок, чтобы были плодовые деревья и так далее. По этим параметрам, по этим критериям я выбирала, смотрела объявление на Авито, да, цену определенную тоже я смотрела. В общем, по этим критериям я искала объявления, и вот у меня образовывался в закладках ряд объявлений, где в домах деревенских были русские печи, был большой участок, были плодовые деревья, да. Но как выбрать вот из этого всего именно то, что вам нужно, именно то, что принесет вам радость, да? Как вообще вот здесь не ошибиться, да? И вот здесь мне помогли как раз карты Таро, с помощью которых я из своего подсознания вытаскивала определенную информацию, вытаскивала какие-то страхи и убеждения и с ними работала, да. Вот я брала колоду и просто смотрела, что находится в моем подсознании относительно определенного объявления о каком-то доме, участке, да. Просто я погружалась вот в эту ситуацию, будто бы я купила этот дом, будто бы я купила этот участок, будто бы я там нахожусь, и смотрела, как я себя там буду чувствовать, как я себя буду ощущать, какие есть тут сложности, что мне там нравится, что не нравится. В том числе я это определяла и через свое собственное тело. Я смотрела, как реагировало мое тело на вот эти представления, на представление о том, что вот, например, я уже купила этот дом, например, я купила этот участок, я уже здесь живу, и как на это реагирует мое тело и моя психика. В общем, я погружалась в это состояние, и я понимала, ага, вот здесь я себя чувствую некомфортно, вот здесь будут какие-то сложности, которые меня потом заставят куда-то переехать в итоге, да, и я это место просто отметала, я вот это объявление просто убирала, я просто его отметала, я не делала выбор в пользу этого объявления. И так вот благодаря вот такой работе, объявление за объявлением, я вот просматривала вот эти дома, эти участки, я смотрела, как я себя там буду чувствовать, то есть моя психика, мое подсознание реагировали определенным состоянием, мое тело в том числе реагировало определенным состоянием на погружение вот в это представление о том, что я купила какой-то определенный дом и участок. И вот так вот из всех этих состояний я выбрала одно состояние, которое меня полностью удовлетворило, которое меня просто вдохновило, от которого я просто получала массу эмоций, когда погружалась, да, вот я владелица этого дома, этого участка, и как я себя чувствую. Вау, как я себя чувствую. И вот именно этот дом, именно этот участок меня вызывал вот такие вот ощущения, вот такое вот состояние вау. Понимаете? И все это я делала с помощью йоги и с помощью карт Таро. Я не гадала, я себе не предсказывала, я просто работала со своим подсознанием и психикой. Еще раз повторюсь, друзья, как психолог с Таро я работаю как с проективным методикой. Вот многие знают, что такое метафорические ассоциативные карты, да? Если кто не знает, загуглите. Я в том числе и с ними работала, да? Так вот, Таро — это те же метафорические ассоциативные карты, только в них есть определенные системы, скажем так, система образов, через которую человек может работать со своим подсознанием. Итак, прорабатывая свои страхи, свои какие-то убеждения, свою неуверенность в том, что я одна не смогу купить дом, не смогу правильно выбрать, там где-то я ошибусь. Вот так вот я работала с собой, друзья, это была огромная внутренняя работа. И благодаря тому, что я работаю со своим подсознанием, со своей психикой при помощи Таро, я также справляюсь с трудностями, находясь уже здесь, понимаете? То есть вот эти инструменты мне в свое время помогали и продолжают помогать
двигаться как-то по этой жизни, справляться с этими трудностями, работать со своими убеждениями, какими-то негативными установками в отношении определенных жизненных ситуаций. И, в общем, я решила сделать прямой эфир в телеграм-канале, где я вам более подробно расскажу об этой теме. И даже поработаю с вами лично, вот в прямом эфире прям. Если кто-то хочет испытать это на себе, эти инструменты, скажем так, которыми я пользуюсь и которые мне помогают как-то двигаться по жизни, если вы хотите попробовать это на себе, как это, да, как это, и почувствуйте эффект этих инструментов, с которыми я работала, да, приглашаю вас в свой телеграм-канал. На прямом эфире я проконсультирую каждого человека, который изъявит желание поработать по этой системе. Будем работать с подсознанием с помощью Таро, с помощью метафорических ассоциативных карт. И также я вам, может быть, даже дам какие-то упражнения из йоги, которые помогут вам через работу с телом избавиться от каких-то негативных состояний, из которых вы живете эту жизнь, скажем так, и делаете какие-то неправильные выборы, там переживаете, о чем-то суетитесь и так далее. В общем, я вам покажу все эти инструменты наглядно, да. В общем, кто желает, приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там же я напишу объявление, когда будет вот этот прямой эфир. Проходите, подписывайтесь, ссылка на мой телеграм будет под этим видео. Вот такие красивые здесь голубые ели, друзья. Они многовековые, зимой очень атмосферно красиво смотрятся. И здесь, знаете, такое местечко мне очень нравится. Под ними вот как под шатром. Здесь всегда тенечек. Вот здесь я поставила кресло. Сейчас буду монтировать для вас вот это видео. И посмотрите, как здесь здорово. Как будто такой, небольшой шалаш, лаунж-зона. Здесь никогда не растет трава высокая. Здесь все усеяно шишечками. Вот смотрите. Вот они. И здесь очень красивый вид на поле, на лес. Очень люблю это место. Вот, смотрите, как здесь здорово. Красота. Красота. Просто невероятная. У нас стоит очень дождливая погода сейчас. Дожди льют не прекращая. И вот небольшой такой вот прогал голубого неба. Я поймала момент, когда дождь перестал идти. Похвастаюсь перед вами тем, что я вырастила, и насколько это быстро растет, просто немеренными шагами, я бы даже сказала. Вот после дождей, смотрите, что творится. Чтобы вы понимали, ладонь свою, вот, смотрите. Вот у меня вот так вот разрослись кабачки. Я оставила несколько кабачков на зиму, то есть я их выращивать буду крупными. А остальные маленькие, вот такие вот, которые вот молоденькие, я их срезаю, кушаю, там жарю. А еще я хочу похвастаться. Смотрите, как у меня разрослась кукуруза. Она просто, каких-то невероятных размеров. Достигла уже выше меня. У меня 1,62 м рост. И посмотрите, тут, наверное, 1,70 м уже высота. И у нее очень много завязалось кукурузят. Кукурузят это называется, да, вот такие вот волосики. У одной красненькие волосики, у другой беленькие, смотрите. Так интересно смотреть. Вот эти вот какие-то розовые. Вот еще, смотрите. В общем, очень много кукурузы у меня будет. Я жду с нетерпением, потому что когда я жила у бабушки в Краснодарском крае, она тоже выращивала кукурузу. И я очень любила молоденькую вареную кукурузу. Мы даже вот какое-то время ездили на колхозные поля, когда были подростками, ездили воровать эту кукурузу на колхозных полях тогда еще. Вот, в этом году я ее как бы в качестве эксперимента посадила, посмотреть, что вырастет, что не вырастет. Но, в общем-то, выросла. И в следующем году я планирую засеять кукурузой добрую часть своего усада. Его, как видите, у меня немало. Я, кстати, меня тут пишут: Наташа, вы почему не посадили картошку? Что вы, друзья, посадила я картошку. Вот она, смотрите. Я ее от колорадского жука опрыскала. Тут мне ее помогали окучивать и пропалывать. Правда, немного, вот такой вот отрезочек. Так и так. Но я, знаете, я ориентируюсь на тот опыт, который у меня был в прошлом году. В прошлом году вот весь этот усад был засеян картошкой предыдущими хозяевами. И вы, наверное, видели, я на видео там показываю, как я выдергиваю сорняки, ищу там картошку. В общем, выкопала я в прошлом году 4 мешка картошки. И что вы думаете, всю зиму эта картошка у меня пролежала в чулане.
И она практически сгнила, я ее практически не ела. Ну, максимум там полмешка съела. Остальное вот что-то засадила, что-то в компост пошло. Ну, то есть я немного ем картошки, друзья. Вот я, мне кажется, лучше кукурузу как-нибудь буду консервировать. Мне вот она больше нравится. Ну, картошку я ем, конечно, я буду немножко ее сажать, а вот в следующем году я планирую побольше кукурузы посадить, потому что я, во-первых, молоденькую вареную очень люблю, початочки. Обожаю просто. Раньше в городе, когда жила, на рынке покупала у бабушек вот эти вот початки кукурузы. Вот. Ну, в общем-то, и дожди мне на руку, скажем так, потому что у меня очень сильно все растет. Просто, знаете, вот когда выпадает дождь, растения, они просто у меня как с ума сходят. Учитывая еще то, что у меня здесь чернозем. В общем, у меня вот так вот тыква разрослась. И уже вот здесь, смотрите, вот есть маленькая тыквенка. Ну, как маленькая? Ну, с размером, наверное, с чесночную. Уже она большая. И таких вот тыквенок уже немало, скажем так, по всему, по всей тыкве, короче, если так полазить по кустам, ее очень много завязалось, вот, и растет она прям семимильными шагами, особенно после дождей, это просто что-то невероятное. Это у меня, кстати, конец участка, можно сказать, вон там вон весной спиленные деревья, которые были у меня сухие, я покидала в конец участка, вот туда под березки. Ну и периодически буду оттуда хворост этот доставать. На растопку бани, на растопку русской печи. Ну, в общем, я немножко вам похвасталась, потому что после дождя, вы только вот посмотрите, земля у меня чернозем, и она после обильных дождей, она просто невероятно плодородна. Растения растут как сумасшедшие. И сорняки, кстати, тоже я не успеваю просто, ну вот, смотреть за всем за этим. Где-то что-то в огороде успеваю поделать. Потом раз. И смотрите, вот, кстати, шелковица. Вы только посмотрите. Вот была засуха, она стояла просто вот, выпустив несколько листочков. А сейчас она опустила, вон какие, смотрите, веточки уже у нее длинные. Ну, то есть, прям все махом растет. Darling, you're with me, always around me. Darling, I feel you under my body. Give me shelter or show me heart. Watch me fall apart, watch me fall apart. I'll be yours to keep. When in the shadows we'll song.